Всем привет! Это вы удачно зашли, а я как раз приготовила вот такую вот изумительно вкусную, мягкую, сочную курицу с овощами. На приготовление курицы с овощами уходит минимальное количество времени, так как все загрузили в противень и отправили в духовку. А на выходе получается фантастический результат. Мягкая, сочная курица, пропитанная ароматами овощей. Курица, пропеченная с овощами, может украсить как ваш семейный ужин, так и любое застолье. Кому интересно, оставайтесь со мной и давайте пройдемся пошагово рецептом этого невероятно вкуснейшего блюда курицы, пропеченной с овощами, вместе. Итак, сначала подготовлю все ингредиенты, начну с курицы, естественно. Для начала резак накрываю стрейч-целлофаном. Это для того, чтобы не разводить грязь на кухне. Это не обязательно, но желательно. И на этом же резаке курицу разрезаю вдоль по грудке. Что я делаю дальше? Чтобы курочка полностью ровненько лежала на противне, надавливаем на нее. Вот услышали этот хрящ? А чтобы было наверняка, кухонным молоточком отбиваю курицу с двух сторон. Чтобы не разводить на кухне грязь, опять-таки курочку накрываю стрейч-целлофаном. Затем прокалываю курицу вилкой, можно острым ножом, конечно, в области грудки, голени, грубо говоря, там, где побольше мяса. И обрабатываю курицу сметанным соусом. Сметанный соус можно заменить майонезом. А в сметанный соус положила куркуму для аромата и сумах. Это для легкой кислинки. Пока убираю курицу в холодильник, пусть пропитывается ароматами пикантного сметанного соуса и приправ, естественно. Сама займусь овощами. Овощи могут быть абсолютно разные. В кастрюлю с кипятком отправляю кукурузу. Сегодня она у меня замороженная, но если есть свежая кукуруза, то вообще супер. Отвариваю кукурузу 10-15 минут, она еще пропечется. Да? Насыпаю в кастрюлю примерно 1 чайную ложку соли. Провариваю кукурузу еще пару минут и все, снимаю ее с огня. Готовлю своеобразный такой каскад для выпекания курицы. На противень ставлю решетку, подставку с микроволновой печки. Если такой подставки нет, то можно использовать самую обычную решетку-подставку для кастрюлек. Думаю, что в каждом доме это есть еще со времен советской власти. Чтобы потом долго не возиться мытьем посуды, я застилаю решетку калькой, вернее остатками. Обычно я их не выкидываю и использую вот в таких случаях. Курица будет выпекаться на решетке. Вот почему бабочкой называется. А потом, под этой решеткой я положу овощи. Что поместится, во-первых, и что понежнее. При выпекании курица пускает сок. Вот почему я кальку проколола, чтобы сок элементарно с курицы тек на овощи. Теперь обрабатываю овощи. Для этого в сметанный соус добавила еще немного оливкового масла. Его можно заменить любым рафинированным растительным маслом. Также целый букет пряностей. Пока пряности взаимодействуют друг с другом, я займусь овощами. Рафинированным ножом, это не обязательно, можно обычным, нарезаю кабачки, обрабатываю кусочки кабачков этим соусом и отправляю их в противень. Кабачки нарезаю на достаточно толстые кусочки, где-то сантиметр, даже может быть 1,5, так на глаз. Если их нарезать слишком тонкими, то их вообще невозможно будет собирать с противня. А болгарский перец освобождаю от семян и нарезаю их на достаточно большие крупные кусочки. Сегодня я использую все 3 вида болгарского перца. Они, придают курице бабочкой достаточно яркий вид, но помимо этого их ароматы прекрасно дополняют друг друга и в целом конечный продукт. Болгарский перец чуть-чуть солю,
мешаю кусочки перчика и отправляю их в противень. Болгарский перец самый нежный из всех овощей, которые я сегодня использую. Поэтому я кладу болгарский перец под корочку, чтобы перец не обгорел. Я порезала 6 штук картофеля на крупные кусочки. Теперь эти кусочки обрабатываю соусом и также отправляю в противень. И, можно сказать, пирамида готова. Сверху бабочкой порхает курочка, а снизу лежат овощи. Овощи могут быть, как вы понимаете, абсолютно разные. Сюда еще можно положить стручковый перец, баклажаны, цветную капусту, брокколи. Яблоки и айва тоже отлично вписываются. В общем, можно фантазировать в рамках предпочтений членов семьи. Теперь отправляю это сооружение в заранее разогретый до 200 градусов духовку и пеку курицу примерно 1,5 часа в режиме вверх-вниз без конвекции. Кстати, не обязательно заранее разогреть духовку. Я это сделала, чтобы просто сэкономить время. Курица пропеклась около 1,5 часа. Вот смотрите, в результате того, что я припрятала, можно сказать, болгарский перец и кукурузу под курочкой, они не подгорели. А для других овощей, особенно для картошки, данное количество времени и режим выпекания как раз то, что надо. Ну что, друзья, самый доступный набор продуктов, которые имеются буквально в каждом доме, где маломальски любят готовить, и минимальное количество потраченного времени за плитой. Вуаля! Вот такой вот фантастический обед. Сочная курица, пропеченная с овощами, готова. Обязательно приготовьте курицу бабочкой, пропеченной с овощами. Порадуйте себя и своих близких этим фантастическим обедом. А я благодарю всех за просмотр. И если видео понравилось вам, не забудьте поддержать его лайком. Гостей приглашаю подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые вкусные и практичные видеорецепты от меня. Я пока прощаюсь с вами, но буду ждать вас у себя в гостях. Ведь я и рада, всегда вам рада.